Приветствую вас на канале Black Tea Manga. Это видео посвящено одному из самых главных вопросов, которые мучают начинающих художников, а именно о том, чем же все-таки можно рисовать мангу. У нас на обзоре сегодня лайнер и обычная гелевая ручка. Но для того, чтобы сравнить эти два инструмента между собой, нам нужен эталон, чтобы мы могли знать, чего вообще ожидать от ручек, которыми мы собираемся рисовать мангу. И такой эталон называется G-Pen. Это японская перьевая ручка, предназначенная только для этих целей. В интернете она стоит около $11, что для ручки является просто баснословной ценой. Главная ее особенность заключается в том, что в зависимости от силы нажатия вы можете регулировать толщину линии. То есть можете провести этой же ручкой либо тонкую линию, либо толстую, если надавите чуть-чуть сильнее. Это, конечно, спойлеры, ребята, но наши инструменты могут абсолютно то же самое. И после просмотра этого видео вы больше не будете мучиться от того, что рисуете не специальным японским инструментом, а обычной ручкой. Итак, вернемся к нашим ручкам и лайнерам. По цене лайнер сразу проигрывает обычной гелевой ручке, потому что стоит в несколько раз дороже. Но мы привыкли думать, что если какой-то товар имеет высокую стоимость, то это оправдывает его уникальное качество. Либо не уникальное, но просто он по качеству намного лучше, чем более дешевый товар. А в этом видео мы сравним, так ли это в случае с ручкой и лайнером. Итак, наша задача заключается в том, чтобы добиться от этих инструментов той каноничной рисовки, которая получается при рисовании специальными японскими инструментами. Самая главная особенность, которую мы ожидаем от наших инструментов, это возможность, точно так же как в G-Pen, регулировать толщину линии путем изменения силы нажатия. Берем сначала ручку, я провожу тонкую линию. Есть тонкая линия. Увеличиваю силу нажатия, линия стала толще. Ручка прекрасно справилась с этой задачей, которую мы на нее возложили. Она сделала точно такие же линии, которые мы получаем с помощью G-Pen. Далее берем лайнер. Рисую тонкую линию. Рисую толстую линию. Лайнер точно так же справился с этой задачей. Как вы видите, оба этих примера выглядят абсолютно идентично. Если бы вы заранее не знали, то вряд ли смогли бы отличить, какие из этих линий нарисованы лайнером, а какие ручкой. А теперь испытаем наши инструменты точно так же, только с изменением толщины линий прямо в процессе рисования. Первой снова начнет ручка гелевая. Сначала я проведу более тонкий участок линии, потом перейду к жирному и закончу опять же тонким. Как вы видите, ручка прекрасно справилась с этой задачей. И у меня получилось в середине сделать жирное место и закончить более тонким. Теперь же проверим, может ли точно так же лайнер. Да, лайнер сделал абсолютно такую же линию, которая нам была нужна. То есть эти оба инструмента соответствуют тому уровню, который нужен при рисовании манги, и вы можете действительно ими сделать динамические линии. Точнее, линии динамической толщины. Казалось бы, из этого всего можно сделать вывод, что нет смысла переплачивать за дорогой лайнер и можно пользоваться просто обычной ручкой. Но все дело в том, что вот эта ручка сравнивалась с лайнером, толщина которого составляет 0,2 мм. Вот, написано на нем 0,2. Это примерно такой же лайнер, как и эта ручка. Но вот, допустим, у меня есть в наличии другой лайнер толщиной 0,05 мм. И он делает намного более тонкие линии, чем ручка. То есть вы не сможете, скорее всего, ручкой нарисовать так, как сможете вот этим лайнером. Для примера я продемонстрирую. Если мне нужна линия минимальной толщины, я пытаюсь сделать это ручкой. А теперь я попытаюсь сделать это вот этим тоненьким лайнером. Как видите, все-таки ручка в этом случае уступает. То есть этот лайнер пригоден для того, чтобы нарисовать очень мелкие детали или просто очень тоненькие линии.
Однако теперь получается, что если есть лайнер, который в чем-то превосходит ручку, возникает вопрос, а стоит ли он того, чтобы его купить? И я вам скажу, что скорее всего нет. И все дело в том, что ручкой вы можете абсолютно точно так же рисовать мангу и достигать примерно таких же результатов. Вот, к примеру, посмотрите на этот кадр. Он нарисован без лайнера, то есть чисто ручкой. За счет того, что некоторые линии были нарисованы и обведены по несколько раз, то есть получили дополнительное утолщение, самые минимальные линии минимальной толщины, которые я нарисовал именно ручкой, выглядят вообще самыми тонкими элементами на этом рисунке. И вот теперь, когда были продемонстрированы реальные возможности наших инструментов и даже показана та манга, которую можно ими нарисовать, я могу сделать полноценный и окончательный вывод, что для рисования манги абсолютно достаточно вот этой дешевенькой ручки. Все, вам больше ничего не понадобится, за исключением, конечно, там линеек, карандашей, резинок для стирания и всего такого. Просто поймите, что главный секрет заключается в вашем умении рисовать. Как говорится, хороший музыкант и на плохом инструменте сыграет хорошо. Чтобы вы понимали, представьте себе человека, который научился только что кататься на велосипеде, но он катается еще немножко так плохо, заваливается, падает и так далее. И вот ему внезапно в этот же день дарят велосипед, который стоит, допустим, 30 тысяч долларов. И этот человек садится на новенький велосипед. Разве он на этом велосипеде поедет сразу идеально и хорошо? Нет, конечно же нет. И абсолютно не важно, насколько продвинутый и революционный этот велосипед, если человек еще толком не умеет, грубо говоря, кататься. Поэтому, ребята, не спешите заказывать в интернете там дорогостоящие инструменты и всякие специальные ручки, и даже покупать в магазинах их у себя дома. Потому что вы можете вполне обойтись очень простым дешевым инструментом, который был представлен в этом видео. На этом все. Всем спасибо. Жду вашу мангу.